Козероги, здравствуйте, мои дорогие! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для вашего знака зодиака. Давайте мы посмотрим, что же вас ожидает на следующей неделе. Я напомню, что этот таро-прогноз, он не персональный, не индивидуальный. Надеюсь, большинство из козерогов, которые сейчас это видео смотрят, этот расклад подойдет. Пишите в ваших комментариях, оставляйте отзывы об этом видео, насколько оно близко к тому, что происходит в вашей жизни, а также не забывайте подписаться на мой YouTube-канал. Я буду очень-очень признательна вам за такую обратную связь. Итак, давайте посмотрим, что же ожидает наших дорогих козерогов. Карта, которая у вас выпадет на каждый день недели. Итак, понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота и воскресенье. Что у нас есть? Давайте посмотрим на дно колоды. Здесь тройка жезлов. Тройка жезлов в целом как ожидание по тройке жезлов удачного момента, удачной возможности, ожидания чего-то, режим ожидания, в котором вы находитесь. Возможно, вы здесь ожидаете от кого-то помощи и поддержки в продвижении к успеху, там, который вы себе наметили в ваших делах. Может быть, вы ждете, что вам помогут в какой-то вашей работе, может быть, коллеги или друзья, с кем вы работаете. Поэтому тройка жезлов, может быть, ожидаете какого-то успешного сотрудничества с другими людьми. И в целом тройка пентаклей в самом начале, собственно, расклада, она и показывает, что вы готовы здесь, карта сила вывернулась, да, по тройке пентаклей, готовы с кем-то договариваться, совместно работать, выполнять какие-то совместные шаги для достижения ваших совместных целей, может быть, с кем-то подписать какой-то контракт, договор, какую-то работу, которую вы начинаете здесь делать, как новый проект, в котором требуется помощь и участие других людей. По тройке пентаклей вы в целом настроены очень решительно и уверенно, и с уверенностью выполняете то, что вы здесь делаете. Собственно, вам нравится делать ту работу, которую здесь вы делаете. Может быть, это даже что-то руками, что вы выполняете, и оно приносит вам удовольствие. То есть вам интересна вот эта вот кропотливая какая-то мелкая работа, которой вы здесь заняты в понедельник. Давайте посмотрим, что же здесь еще есть, собственно, у козерогов, чем вы еще заняты здесь в понедельник. Карта короля рыцаря пентаклей, земная стихия, в целом ваша стихия, но также она показывает ваш настрой на медленный какой-то прогресс, на то, что здесь вы в самом начале находитесь пути, возможно, новое подписание какого-то контракта или делового соглашения, и вы понимаете, что благодаря вашей такой целеустремленности, настойчивости и терпеливости вы к этой цели придете, которую вы себе наметили, которую вы себе там как в этом плане расписали, то есть там через столько-то там завершается такая-то работа, там столько-то должны успеть. То есть вы себе это все спланировали, и вы верите в надежность этого плана, в надежность этого мероприятия, понимаете, что удача на вашей стороне, что терпения, собственно, вам хватит, и туз пентаклей на обороте колоды, что, собственно, это принесет вам прибыль, принесет вам деньги, принесет вам ощущение статусности, уверенности в себе, уверенности в своей независимости. В целом это удача, которая на вашей стороне. Это уверенность, что вас похвалят за то, что вы здесь делаете, за то, что вы вот выполняя что-то, да, такое вот руками, или делая какую-то работу здесь, или начиная какую-то работу, вы получите деньги, и вас будут хвалить окружающие, что вы смогли, добились, сделали, выполнили, да, и получили эту прибыль. Давайте посмотрим дальше на принцессу мечей, которая здесь есть. И вот принцесса мечей, это воздушный, да, знак, это весы, близнецы или водолеи. Возможно, общение с ними, может быть, даже за вами кто-то наблюдает такого знака зодиака, либо вы за кем-то наблюдаете и пытаетесь оценить ситуацию, как из-за угла смотрите со стороны за кем-то, или в соцсетях за кем-то наблюдаете, пытаетесь свое любопытство удовлетворить, что-то разузнать, что-то понять, что-то вот такое вот, да, ощутить в каких-то их сообщениях, постах или в каких-то действиях. В целом здесь может речь идти также о каком-то шансе или возможности, которая вам выпадает и которую вы можете вовремя увидеть, вот заметить, обнаружить вовремя. А также здесь может быть и определенная честность со стороны других людей, когда вы, даже не пытаясь узнать от кого-то какую-то правду, можете вдруг ее услышать от этого человека, когда он вам совершенно прямо об этом может заявить. То есть честность, которая может здесь быть со стороны других людей.
в отношении вас. Итак, давайте посмотрим, что еще у козерогов может быть во вторник. Карта короля кубков, карта водного знака, это раки, рыбы или скорпионы. И семерка жезлов, отгороженность по семерке жезлов, желание здесь защитить себя. Знаете, может быть наблюдение и за водным знаком, раки, рыбы, скорпионы, или за кем-то, кто вам не безразличен, кому вы испытываете эмоции и чувства. Или по семерке жезлов, даже, знаете, вы наблюдаете за кем-то, но этот человек пытается отгородиться, дистанцироваться и проявляет какую-то стойкость в отношении вас. Также вы можете здесь очень осторожно относиться к критике других людей, особенно если она касается чего-то, что вы делаете вот для себя, что вам нравится. Вы делаете какие-то вещи, которые вам интересны, и интересуетесь какими-то вопросами, которые вас интересуют, какими-то вещами. Вам без разницы, что думают другие люди. То есть вы стараетесь здесь стойко справляться с их критикой, с каким-то их непринятием этой ситуации, с какими-то нападками со стороны. Дальше идет карта сила, карта льва, может быть общение с человеком знака лев. У многих из вас это общение с человеком знака лев, а у многих это просто проявление вашей силы и какого-то эмоционального подъема и уверенности в своих возможностях, собственных возможностях, что вы справитесь с любой ситуацией, с любыми людьми, сможете убедить, уговорить, если есть в этом необходимость. То есть вы можете не так физической силой, как духовной силой справиться с кем-то или с чем-то. То есть сила, она достаточно такая, вот здесь очень хорошая карта, и она может говорить о доверительных отношениях, о том, что, возможно, через доверительные разговоры вы пытаетесь с кем-то договориться, о чем-то проникнуться разговором с другим человеком на какие-то ваши общие темы, чтобы опять-таки договориться о каком-то вопросе, разобраться в каком-то вопросе. Итак, козероги на среду, дополнительная карта, еще карта Верховной Жрицы. Действительно, здесь очень много вот такой женской энергии, женского начала, терпения и гармонии, и возможности свою женскую силу использовать не как физическую, да, вот именно как женскую во благо, чтобы лаской, заботой, вниманием договариваться, чтобы, возможно, лаской, заботой, вниманием узнавать какую-то информацию, расспрашивать других людей. Верховная жрица об этом, то есть возможность узнать какие-то вопросы, какие-то вещи для вас. И по Верховной Жрице вместе с семеркой Пентаклей, опять-таки, вы терпеливые, вы такие, вот знаете, здесь очень рассудительные, очень легко с вами разговаривать, потому что вы стараетесь идти на контакт с другими людьми, вы стараетесь быть мудрыми, благоразумными, вы стараетесь по карте силы договариваться и, не проявляя силу, а ласку, заботу, внимание, вот по семерке Пентаклей, опять-таки, идти к вашей цели, медленно расти, медленно развивать события в вашу пользу, терпеливо, спокойно, без какой-то спешки, так как вам это нужно. И со спокойствием, да, терпением. Ну, очень много здесь терпения от вас потребуется в среду. В четверг принцесса жезлов, огненная стихия, и, может быть, общение с человеком огненного знака, это лев, овен или стрелец. Действительно, может быть, здесь, может быть, даже кто-то младше вас, кто для вас будет важное значение иметь по принцессе жезлов. Но также здесь еще и про в целом такой, знаете, энтузиазм, активность, энергию, которую вы здесь излучаете, проявляете по принцессе жезлов, когда вы очень активные, энергичные, очень деятельны по этой карте, собственно, и готовы выполнить много каких-то дел, много возможностей вам и дается, и вы готовы эти возможности здесь использовать. Шестеркой кубков это может быть еще и какой-то, знаете, как юбилей, праздник, день рождения огненного знака, потому что здесь шестерка кубков — это уют, семья, возможность встретиться с семьей, с близкими, возможность встретиться со старыми приятелями, друзьями, пойти с ними навстречу, может быть, приглашены на такой праздник здесь, собственно, и вы можете к ним ехать. Также здесь может быть что-то связанное с вашим ребенком, если он огненного знака, особенно, потому что шестерка кубков может говорить про детей, про вопросы, связанные с детьми, которые вам здесь нужно решать. Может быть, здесь ваш ребенок что-то такое вот делает, в чем вам нужно активно будет вовлечься. И вместе с картой Иерофант семья, опять-таки семья, брак, вопросы семьи, которые здесь для вас важны. Все, что касается ценностей семейных. И вместе с принцессой жезлов, которая здесь есть, действительно может речь идти про огненный знак зодиака. Также здесь скорпионы есть, эти
тельцы, может быть, общение с ними, какие-то важные вещи, которые вы делаете, но причем по принцессе жезлов это как что-то, что вы делаете с энтузиазмом, с такой с энергией, с задором в отношении вашей семьи или ваших детей, вашего брака. И в целом очень-очень, опять-таки, позитивно и оптимистично настроена. Карта шестерка пентаклей, карта дающей руки такой, возможности с чем-то здесь как будто бы столкнуться, где вы даете, дарите или получаете взамен что-то по шестерке пентаклей. Может быть, вы дарите эмоции позитивные, получаете что-то материальное, или наоборот дарите какие-то подарки, получаете в обмен позитивные эмоции. Но шестерка пентаклей, она о достаточно таком хорошем, может быть, взаимодействие с другими. Да, когда по шестерке пентаклей здесь есть взаимный обмен, круговорот такой энергии. Шестерка пентаклей. Давайте посмотрим дополнение, что здесь имеется в виду у козерогов, да, почему в пятницу выпала шестерка пентаклей. Здесь есть девятка жезлов и есть карта пажа пентаклей, опять-таки, да, карта, которая показывает монетку, которая дается вам как шанс, возможность здесь благодаря вашему спокойствию, может быть, какой-то настойчивой работе получить прибыль, получить доход, получить какой-то хороший совет. Кстати, вы можете от этого совета почему-то немножечко отгораживаться. Если вам кто-то что-то советует, вы можете по девятке жезлов как будто бы сторониться этого совета или проявлять упрямство, говорить, что нет, нет, мне это не нужно, что вы мне советуете, зачем мне это в целом. Да, то есть вот по шестерке пентаклей показать какую-то гордость в этом отношении. Но в целом также может быть и как готовность помочь кому-то из ваших близких, защитить их таким образом. Вместе с пажом пентаклей это может быть опять-таки земной знак вашей стихии, с которым вы общаетесь, то есть девы, тельцы или козероги, да, может быть младше вас кто-то, потому что опять-таки паж выпадает, паж пентаклей. Вы проявляете какую-то вот настойчивость и усердность, трудолюбие в отношении ваших близких, в отношении вашей семьи. Давайте посмотрим дальше. Карта Верховная Жрица. Секреты и тайны, с которыми вы можете столкнуться. Также в целом достаточно мудрая такая женственная, тоже можно сказать, карта. И интуитивная карта, когда вы подключаете свою интуицию в принятии каких-то решений, в решении вопросов. Верховная Жрица. Давайте посмотрим дополнение. Карта тройка пентаклей, взаимодействие с окружающими и башня. И башня, внезапное событие, что-то узнать можете внезапно, это может быть сокрушительным таким ударом. По тройке пентаклей здесь же это может касаться нескольких людей, допустим, в вашей семье. Да, это выходной день, может быть муж, жена и ребенок здесь изображен, то есть вашей семьи, либо что-то узнаете, что касается вашего взаимодействия с другими, сотрудничества с другими, каких-то договоренностей с другими, узнаете, что что-то идет не так, кто-то не выполняет свою часть обязательств, к примеру. И по тройке пентаклей вы чувствуете, что, может быть, вы тянете на себе больше, чем другие люди, выполняете больше работы, чем другие люди. Тройка пентаклей. Возможно, рассчитывали на помощь окружающих, но не получили ее здесь. Карта башня. И испытываете из-за этого какой-то полный крах, может быть, конфликт, который возникает опять-таки в этой ситуации, но вы стараетесь гармонизировать ситуацию в целом, быть спокойнее, терпеливее и найти какое-то мудрое решение, потому что есть Верховная Жрица. Также может быть просто какая-то информация, которую вы узнаете о ком-то из ваших близких. И двойка мечей, закрытые глаза у этой двойки мечей, как будто она, правда, чего-то не знала, и здесь может узнать что-то, но при этом отгораживает себя от неприятностей, старается себя таким образом защитить и сдерживать себя от лишних эмоций или каких-то неправильных эмоций, которые могут усугубить ситуацию. Поэтому по двойке мечей здесь может быть сдерживание своих эмоций или даже сдерживание себя от каких-то шагов или действий, которых от вас ждут окружающие, когда вы думаете, что вот стоило бы, может быть, совершить то или иное действие, но вы боитесь, что оно может быть расценено как-то неправильно, поэтому стараетесь лишних действий не предпринимать. Карта шестерка мечей, еще одни мечи, карта солнца. То есть проясняется какая-то ситуация, вы узнаете шестерка мечей что-то,
благодаря, опять-таки, своему любопытству или каким-то здесь событиям узнаете какую-то информацию. Но первое, что у вас возникает здесь, желание отгородиться от этого или сделать вид, что я не заметила, не знаю или не заметил того или иного события. Но узнается здесь какая-то информация, проясняется, и это приводит к переменам, изменениям в любом случае. Но, скорее всего, это перемены в лучшую сторону. Также вы можете быть здесь нерешительны в том, поехать или не поехать куда-то. Как будто бы сдерживаете себя от этого шага, думаете, сделать или не сделать, отправиться в путешествие или нет, переехать куда-то или нет, поменять нечто в своей жизни или нет. Это, скорее всего, может привести к позитивным изменениям. Карта Солнца. Это, скорее всего, что-то очень жизнерадостное, жизнеутверждающее. Если это переезд, он хороший. Но вы почему-то очень сильно сомневаетесь здесь из-за этого, стоит или не стоит это действие совершать. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз на неделю для вашего знака зодиака Козероги мы завершаем. Всем желаю всего самого хорошего. До скорого!